Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем сегодня цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. Мною на основании варианта Сагынбая Оразбакова был написан пятитомный роман о прозе на кыргызском языке. Затем я его перевел на русский язык. И вот в течение более месяца я читаю отрывки из своей книги. Позвольте сейчас продолжить чтение моего произведения. После слов Жакова наступила гробовая тишина. Что же нам теперь делать? Нарушил всеобщее молчание Акбалта, совсем приуныв. Мы обязательно должны спасти Манаса. Когда он вырастет и окрепнет, защитит нашу честь. Победив врагов, Манас отомстит за наши страдания и мучения. У кого какое есть мнение по этому поводу? Видя, что все молчат, Жаков снял с головы свой белый колпак и обратился к односельчанам. «Люди, — сказал он, — китайцы очень злы на нас. Теперь они не успокоятся, пока не уничтожат Манаса, не придумают будут нападать на нас. Что если мы дадим другого ребенка вместо него, чтобы обмануть их? Я бы дал такому человеку столько скота и денег, сколько он захочет». Когда Жаков с надеждой посмотрел на людей, все замолчали. Не зная, что ответить, они смели смотреть друг на друга. Большинству из них не понравилось то, что предложил Жаков. Хотя все осознавали необходимость спасения Манаса, никто из них хотел жертвовать своим ребенком. Но, боясь прослыть эгоистом перед всем народом, никто не осмелился высказать свои мысли вслух. Только простуженный бай, несмотря на теплую погоду, сидевший, укутавшись в красный верблюжий халат, открыто и смело выступил против Жакова. «Чирды, Жаков!» — сердито проговорил он. «Какие вы идиоты! Кто отдаст своего сына за деньги и богатство? Какой глупец согласится на ваше дурацкое предложение? Я только высказал свое мнение о том, как нам выйти из нынешнего затруднительного положения», — стал оправдываться Жаков. «Ты почему говоришь, что сейчас трудное положение?» Еще больше разозлился Бай. «Что, разве здесь есть запутанная дорога? Или кто-то осадил и угрожает нам? Или кто-то окружил аил, не дает нам покоя?» «Нет», — с трудом ответил Жак. «Тогда почему ты несешь какую-то глупость, несуразную чушь? Помнишь, как на нас напал Маскара 6000 воинов?» «Помню. Манас всех их уничтожил. Правильно?» «Да». «Если правильно, чего тогда ты мучаешься? Не обижайся, брат, но ты, оказывается, очень непорядочный, плохой человек». С этими словами Бай с недовольным видом отвернулся от Жакова. Собравшись, поддерживая слова Аксакала, одобрительно загудели. Обескураженный этим, Чирда не выдержал и, прикусив кончик белого платка, громко разрыдалась. «Я с трудом родила одного ребенка», — начала реветь она, «а все вокруг нападают на него. Когда же закончится это мучение?» В это время Манас, заставивший мать плакать, а всех остальных беспокоиться о нем, как ни в чем не бывало, развлекался на охоте в свое удовольствие. Он сначала пошел в Уч-Арал, а затем отправился в долину Талдусу. Когда прошло 7 дней, как они вышли из дома, сопровождающие Манас 7 джигитов подстрелили 6 волков, 10 лисиц, 2 оленей и 3 горных баранов. Вечером, сварив мясо убитых животных, съев его, джигиты легли спать. На следующий день рано утром Манас не стал никого будить, и один отправился в сторону Курбукума. И вот джигиты проснулись с восходом солнца и обнаружили пропажу Манаса. Не зная, то ли он заблудился, то ли вернулся обратно домой, они отправились искать своего начальника. Манас в это время дошел до Курбукума
забрался на невысокий зеленый холм и с восхищением стал рассматривать окрестности. Курвакум был великой рекой. По его берегам бродили горные вараны и густо росли березы, тополя. Оглядываясь по сторонам, внезапно богатырь увидел, как из густого леса, расположенного на берегу реки, выходят его товарищи. Они, оказывается, здесь. Обрадовался монах и направил в сторону своего коня. Но, обычно мчавшись, как ветер, лошадь почему-то стала пугливо озираться. Несмотря на удары плетью, она не захотела скакать дальше и резко остановилась. Что с ней? Удивился монах. Чего этот кабан испугался? Богатырь огляделся по сторонам и на островке, расположенном прямо перед ним, увидел чудище. У него голова была, как у вола, широкая грудь, голова, как большой казан, хвост, крылья и рог на голове. К тому же оно было голым. Когда чудище забралось на холм и издало дикий рев, его крик был слышен на расстоянии 5-дневного пути. От такого мощного рыка 714 горных баранов от страха умерли замертво. Это что еще за безобразие? И на шутку рассердился монах. В жизни не видал такого мерзкого существа. Неважно, кто это, человек или зверь, но оно очень жестокое. Чудище так громко крикнул, что это стало причиной смерти стольких баранов. Если его сейчас не остановить, то оно своим ревом может извести всех зверей в округе. Пусть лучше этот дьявол сам подохнет, чем все животные погибнут. Придется застрелить его. Богатырь взял руки висевшего на спине ружье. Прицелившись прямо в сердце неведомого зверя, монах спустил курок. От меткого выстрела зверь упал на землю и тут же испустил дух. Монах, не спеша спустившись с холма, подошел к трупу и своим острым мечом разрубил его пополам. В это время к нему подскакали его вооруженные джигиты. «Как вы доехали?» — с улыбкой посмотрел на них монах. «Богатырь, куда ты ушел?» — недовольно спросил у него джигиты. «Мы еле нашли тебя. Разве трудно было сказать нам о том, куда ты уходишь?» «Извините меня», — покраснел от стыда монах. «Когда я утром собирался в дорогу, вы все так сладко спали. Не жалко было будить вас, поэтому я не стал нарушать ваш сон. Приехав сюда, я стал свидетелем очень странного случая. Вы видели, что от рева этого зверя погибли сотни горных баранов. Да, скатите сейчас в Аир, приказал монах джигитам. Передайте всем, что погибли горные бараны без архаров. Пускай они возьмут побольше лошадей, верблюдов, волов, и пока мясо баранов не сгнило, заберут все. Джигиты выполнили приказ и привели на берег реки 2000 человек. Они погрузили мясо убитых баранов и довольные возвратились обратно в Аил. С тех пор конец этой реки носит название Хулжа. Когда народ был занят дележом мяса горных баранов, на берег реки подъехали 11 китайцев, искавших монаха. «Что это за шум?» – удивился Бахпурчин, очень измученный долгой дорогой. Как бы отвечая на его вопрос, все начали кричать «Манас! Манас!». Незаметно рассматривая стоявших перед ними людей, китайцы быстро вычислили, кто из них монах. То, что мы искали в небесах, нашлось на земле. Обрадованно обратился к товарищу Бахпурчон. Монах, которого мы так долго искали, находится здесь. Мы его не сможем увидеть на глазах такого большого количества людей. Поэтому дождемся, пока все разойдутся. После этого поймаем монаха и уведем его в Китай. Все согласились с этим предложением. Когда народ разошелся, Бахпурчин со своими воинами, вооруженными до зубов, подъехал на коне к монаху. «Это ты, монах?» – грозно спросил китаец. «Да»,
с удивлением посмотрел на незнакомца монаса. А вы кто? Твой отец Жакоб? Не отвечая на его вопрос, снова спросил китаец. Да, еще больше удивился богатырь. Мы воины китайского хана и Сенкана, важно проговорил Бахпурчун. По его приказу мы должны увезти тебя и Жакова в Китай. За что? Вы очень опасные люди для Китая и должны поехать вместе с нами. Кстати, где твой отец? Мы его тоже должны забрать. Зачем вы спрашиваете о нем? Недовольно ответил монах. Мы с отцом смирные люди, не сделали никому плохого. Если бы кто-нибудь другой повел со мной так нагло и бесцеремонно, я знал бы, как ему ответить. Но вы, оказывается, люди Сенкана. Поэтому я отведу вас к отцу. Когда вы увидите его, поймете, что сильно ошиблись. Тогда я заставлю вас извиниться за вашу ошибку. А сейчас идемте за мной. С этими словами монах повел китайцев в свой аил. Придя домой, он одного из воинов отправил к отцу. Когда тот пришел к Жаку и сообщил о вызове сына, старик потерял дар речи. Китайцы, оказывается, поймали монаса, перепугался не на шутку старик. Из-за него мне грозит страшная опасность. Испуганный Жакоб, от страха молясь Богу, громко рыдая, собрал всех односельчан и решил идти к сыну. Если мой лев монах будет рядом, не даст меня в обиду, стал мужаться старик. Он не позволит китайцам посрамить себя. В это время китайцы сидели в доме монаха, очень довольны собой. Мы выполнили приказ хана, радовались они. Нам удалось поймать неуловимого монаха. Если теперь найдем его отца, с честью выполним задание повелителя. Когда сельчане во главе с Жакобом пришли в дом монаха, Бахпурчун вопросительно посмотрел на него. «Кто это?» – спросил китаец. «Мои односельчане», – ответил богатырь. «Покажи мне своего отца». «Мой отец – этот человек», – монах рукой показал на Жакоба, стоявший в первом ряду сельчан. Бахпурчун сразу узнал старика и, не в силах сдержаться от гнева, весь затрясся. «Так это ты, Жакоб!» – громко заорал китаец. «Почему ты отправил нас в обратную сторону, подлец?» Не зная, что ответить, старик от страха съежился и молча уставился на землю. «Ты настоящий враг Сенкана!» – крикнул еще больше взбешенный Бахпурчун. «Вместо того, чтобы помочь нам в выполнении его приказа, ты нас обманул. За тебя, не зная условий местности, мы, как собаки, измучились, бродя по горам. Живите, наденьте на голову этого негодяя мешок, свяжите его». Исполнение его распоряжений 4 воина с готовностью подбежали к старику. «Постойте, богатыри!» – с мольбой посмотрел на них Жак. «Если я в чем-то провинился, готовьте для меня кандалы. Но, считая наш народ малочисленным, принимая друзей за врагов, не поставьте невинных людей в тяжелое положение». Не обращая на его слова ни малейшего внимания, китайцы скопом набросились на него. «Что вы делаете?» – недовольно крикнул монах. «Почему кидаетесь на пожилого человека? Если вы люди хана, что, разве вам можно всяких старейшин поперечных задерживать и связывать? Прекратите это безобразие!» «Ты откуда такой умный выискался?» – заорал на него Бахпурчун. «Вы посмотрите на его храбрость, как он пытается помочь и выгородить этого подлеца. А ну-ка, воины, привяжите вонючего брута к отцу». Беспрекословно подчиняясь Бахпурчуну, 4 китайца набросились на монаха. «Ну что вы за люди, не знающие своего уважения!» – заорал разгневанный богатырь, у которого из глаз посыпались искры, а изо рта пламя. «Я не из тех людей, которые позволят связать своего отца и молча буду смотреть на это.
Разозленный, монах схватил одного из китайцев за правую руку, второго за левую, третьего за лопатки, а четвертого за воротник. Затем он поднял их всех, как рубашку, и с размаху ударил об землю. Чтобы помочь товарищам, остальные 7 китайцев дружно бросились на богатыря. Когда монах бросил 2 из них на землю, перед ним валялись 6 китайцев, не в силах подняться на ноги. Не желая сдаваться, оставшиеся 5 китайцев бросились на богатыря. Давая им отпор, монах схватил 2 из них и ударил им стоявших рядом 2 воинов. От сильного удара все потеряли сознание, свалились на землю. Никогда раньше не видевший такого силача, Бакбурчун буквально оцепенел. С перепугу он не знал, то ли ему бежать, то ли нападать на врага. Когда к нему подошел побагровевший от злости монах, китаец еще больше растерялся. «Ну что, китаец?» — ровно проговорил богатырь. «Что скажешь? Хотя я тебя предупредил, ты напал на моего отца. Хочешь, за наглость я пролью твою кровь и вырву тебе душу. Пощади, богатырь, смилуйся надо мной!» Изо всех сил завопил Бакбурчун и бросился на колени перед монахом. «Что теперь со мной будет?» — с ужасом подумал китаец. «Останусь ли я жив? Или мой труп станет добычей хищных зверей?» Бакбурчун с мольбой смотрел на кыргызов, не в силах найти какую-нибудь уловку, чтобы спасти себе жизнь. Увидев такой жалкий вид врага, богатырь успокоился, у него прошел гнев. Затем его обуяло обычное великодушие. «Коль я стал воевать с вами, неплохо было бы всех вас вырезать до единого», — задумчиво проговорил монах, пристально глядя на китайца. «Смилуйся, богатырь, смилуйся!» — пуще прежнего завопил Бакбурчун, в конец потеряв надежду на спасение. «Пощади каплю моей крови!» «Ладно, я прощаю тебя», — невольно рассмеялся его малодушный монах. «Я всех вас отпущу, но скажите своему хану, пускай прекратит свои нападки на меня. В противном случае, если я разозлюсь, у вас ни одной живой души не останется. А теперь седлайте коней, проваливайте отсюда». С этими словами монах отправил китайцев восвояси обратно в Китай. Глава 5. Как монах с товарищами ездил на охоту. После изгнания 11 китайцев, прибывших для поимки монаха, в Аил-Жакопу снова воцарились мир и покой. Такая размеренная жизнь превратилась в сущий ад для богатыря, уже привыкших к различным схваткам и сражениям. Не зная, чем себя занять, он слонялся в доме с утра до вечера, бродил по Аилу, ходил в горы. Но в холодные зимние дни не было возможности уйти далеко, поэтому поневоле приходилось сидеть дома возле родителей. Прошла суровая зима, прошла долгожданная весна, играя всеми своими красками. Вслед за ней наступили жаркие летние дни. Горные перевалы, до этого заваленные снегом, открылись для проезда. Все вокруг расцвело и покрылось разноцветным нарядом. Алтайцы во главе с Жакопом, переехав в черное болото Мамыра на берега Айдын-Куля, стали жить по отдельности, расселившись по всей ширине долины. Когда прошла жара и наступила золотая осень, истомившаяся молодежь решила выйти на охоту. «Давайте поедем в Черкастан, на берег реки Уркуна», — предложил товарищам монах. «О нем много говорят, что это прекрасное место. В конце Алтайских гор находится озеро Бар-Кон, а к северу от него расположен перевал Ангир. Якобы в тех местах олени
и знает людей. Там очень хорошо охотятся. Поехали туда. Вам, наверное, уже надоело все время сидеть дома. Все согласились, и 84 юноши стали заготавливать где-то впрок, готовить ловчих птиц, свои оружия, беркутов и собак для предстоящего похода. Для того, чтобы восполнить свои припасы, Манос пришел к Жаку. Отец, сказал он, я решил сходить с товарищем на охоту. Если хочешь, иди, сынок, ласково ответил отец. Поохотишься за людьми и развлечешься. Прошу вас дать мне трехлеток отара комбарвоза. Сынок, если надо, бери всю отару. Я весь этот скот собирал для тебя. Только будь осторожен на охоте, ненаглядный ты мой. По приказу Жака конюхи поймали Манасу не 3, а 5 лошадей. Богатырь посадил на них 3 джигитов, 2 повел на поводу и вместе с товарищем отправился на охоту. Джигиты, спустив собак, выпустив ловчих птиц, взяли множество волков и лисиц. В течение 6 дней они добрались до долины Черкастана, до берегов проточной реки. Найдя хорошее тенистое место в кустарниковом лесу, джигиты решили отдохнуть. Они установили в тени деревьев группами 10-15 палаток небольшие городки. Некоторые джигиты начали копать землю, готовить места для чагов. Другие собрали в лесу пригодные для костра сухие ветки и зажгли костер. А третьи повесили казаны и щедро положили туда мясо. После сытного ужина, довольным мастерством поваров, джигиты спокойно разлеглись в тени и стали отдыхать. Чтобы еще больше развеселить их, черноволосый, чернобровый, белолицый Айнакул обратился к ним с интересным предложением. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я желаю вам всего наилучшего. До свидания. До новых встреч.